Всем привет, с вами Гордон Рамзи из мира видеоигр, и сегодня я вам расскажу, как же должно выглядеть главное меню вашей игры. Хочу подчеркнуть, что я эксперт в сфере UX, UI, MX, FX, XXL и прочее. Участвовал в разработке многих видеоигр, а за спиной имею 5 лет прокуренного голоса кота и кошку. Данный гайд поможет порадовать не только игроков-мажоров, но и инвесторов разного уровня. Но прежде чем мы дойдем до меню, надо понимать одну важную деталь. Когда вы заходите в какой-либо хороший ресторан, вам тут же дают меню. Но прежде чем открыть меню, вы видите обложку. Это и станет нашим первым шагом, ведь, как известно, книгу судят по обложке и по толщине пыли. В нашем случае обложка — это наш интро к игре. Тот момент, когда мы запускаем игры и видим, какие разработчики из студии трудились над сие шедевром. Важно отметить масштабы происходящего, поэтому нам необходимо показать все студии, которые работали над игрой, даже если игроку придется час ждать, пока все интры закончатся. Не менее важно лишить игрока возможности пропускать интро, так как тем самым, спустя много запусков, он запомнит название студии, что в будущем может принести нам хорошую прибыль. А может и нет, я еще не проверял. Дальше нам необходимо поставить большой дисклеймер, чтобы нас не засудили другие компании из-за того, что мы не поставили дисклеймер от детей и больных, как будто эти игры мы делаем для кого-то другого. Тем не менее, именно после этого мы переходим непосредственно к идеальному меню. Сперва нам нужен задний фон. Скорее всего, наша игра будет шутером, поэтому возьмем картину, соответствующую нашему жанру. Обязательно заблюрим фон, чтобы он нас не отвлекал от важной информации. Далее нам необходимо создать все необходимые кнопки для взаимодействия в меню, и, конечно же, сперва начнем с магазина. Так как магазин наш важный ресурс заработка, на него мы уделим больше всего внимания и места. Важно поставить небольшую отметку, оповещающую о том, что игрока что-то ожидает в магазине, но что именно, неизвестно. Разместим также кнопки боевого пропуска и инвентаря, чтобы игроку было куда пойти после магазина. Чтобы смотивировать неуверенного игрока зайти в магазин, мы оставим для него ежедневные задания для еще большей мотивации потратить на наш ранний кусок готового искусства небольшие пожертвования для поддержки игры. Неподалеку же будет расположен баланс и уровень игрока, также намекающий на дальнейшие действия. Конечно же, игра в раннем доступе. Вы в курсе, как дорого, то есть долго нынче разрабатывать видеоигру? Кстати, это не обязательно, но я люблю создавать сложности на пустом месте. Именно поэтому на консолях будет курсор, который очень медленно будет передвигаться по интерфейсу, имитируя компьютерную мышь. Почему нельзя было сделать интерфейс и под контроллер, и под мышь? Не можем же мы тратить дополнительные деньги на переработку, следовательно, оставляем все как есть. Сразу же оставим кнопки взаимодействия пожертвования с разными суммами по желанию, чтобы дать игроку понять, что мы не теряем времени зря и корпим над видео с извинениями, что игру придется разрабатывать еще дольше. Здесь же кнопка для приобретения расширенного издания ранней игры по очень выгодной цене, примерно вдвое превышающей цену самой игры. Снизу расположим поздравление с миллионом и важную информацию для того, чтобы игрок был заинтересован приобрести боевой пропуск прямо сейчас с троеточиями, что также заинтересует его зайти в магазин и воспользоваться высосанной из пальца акцией. Кнопку «Играть» расположим отдельно внизу и уделим меньше фокуса, так как мы сюда не в игрушки играть пришли. Вот и все. Именно так должно выглядеть идеальное главное меню вашей игры, которое впоследствии закроется, потому что не хватило бюджета.